Как я заработал 1700 баксов буквально за один день на арбитраже фандинга с пятым плечом. В этом видео разберу подробно сделку, как я заходил, как я выходил, как мне получилось заработать практически 2 штуки баксов. Смотрите видос до конца, ставьте ему лайк, подписывайтесь, а мы погнали. Для тех, кто не в теме, что такое фандинг, это комиссии, которые трейдеры платят друг другу. Если на одной бирже много шортистов, то они будут платить лонгистам. Если наоборот, то соответственно лонгисты платят шортистам. Эти комиссии служат для того, чтобы уравновесить спрос и предложение на бирже. И теперь я вам покажу, как я сделал арбитраж между Binance и L-Bank и сколько в итоге получилось заработать. Но как вы из начала видео поняли, это около $2000. Погнали, сейчас более подробно разберем эту сделку. Смотрите, это у нас биржа L-Bank, и тут у нас фандинг минус 0.028,3. Также у меня на бирже лежит около $11 000. И сейчас вам покажу, как мы эту сделку проводили. Далее теперь перейдем на Binance, посмотрим, что у нас там с фандингом. На Binance у нас же фандинг составляет минус 1.4346, то есть он очень отрицательный, но при этом на L-Bank он гораздо меньше. Соответственно, что мы должны делать? Мы должны на Binance лонговать, фандинг у нас отрицательный, значит шортисты платят лонгиста. Мы здесь лонгуем, на L-Bank мы шортим, потому что там у нас фандинг гораздо меньше. Да, мы там будем платить комиссии, но гораздо меньше, чем на Binance. При этом мы этот фандинг будем забирать, у нас осталось буквально 10 минут, и мы должны успеть зайти в сделку за 10 минут, чтобы мы заработали фандинг. На Binance у меня тоже лежит 10 500 баксов, и сейчас будем проводить эту сделку. Также забыл упомянуть важный момент, смотрите, чтобы был хороший объем торгов. На данный момент на Binance и на L-Bank очень большой ажиотаж на этот токен, поэтому, наверное, такие фандинги дико раздутые, потому что все его шортят, лонгуют, там что-то происходит. Смотрите, на L-Bank можно посмотреть объем торгов $21 миллион. Отличный объем торгов для того, чтобы арбитражить на фьючерсах. На Binance там всегда хороший объем торгов, поэтому можем, соответственно, проводить эту сделку. И что еще очень классно для арбитража фандинга, это у нас одинаковые цены. Токен стоит 1.98 как на L-Bank, так и на Binance он тоже стоит 1.98. В любом случае будем открывать и лонг, и шорт, мы будем в хеджирующей позиции, но когда цены одинаковые, а фандинги дико различаются, это вообще идеальная возможность для захода в сделку. Такие сделки реально бывают очень редко, и если не есть, обязательно их забирайте. Также я буду заходить в сделку с пятым плечом. Соответственно, если у меня $10 000, я захожу с пятым плечом, это $50 000. $10 000 на одной бирже, $10 000 на другой бирже, плюс пятое плечо, соответственно, $100 000 объем позиции в данной сделке. Соответственно, профит мы тоже умножаем на 5. Захожу я в эту позицию по рынку, потому что очень дикая волатильность, токен летит вверх, что-то там, короче, очень большой объем торгов. И лимитками здесь заходить как бы, ну, невыгодно, потому что пока вы лимитку поставите, цена улетит, ваша лимитка не исполнится, потом вы опять новую ставите, цена опять летит. Объем торгов нам позволяет заходить по рынку, поэтому открываем сделки по рынку. Я начинаю на Binance, соответственно, лонговать, а на L-Bank начинаю шортить. И набираю позиции по 2-3 тысячи токенов. И такими действиями не спеша захожу на L-Bank, я шорчу, потихоньку сделку открываю по маркету. Опять же, всю сумму, там, $10 000 не стоит заряжать, потому что вы можете сильно повлиять на цену, несмотря на такие объемы торгов, поэтому лучше постепенно, там, по 2-3 тысячи токенов заходить. В зависимости от цены токена, соответственно, тут токен стоит 2 бакса, соответственно, если мы заходим на 2000 токенов, это $4000. Это не такой большой объем позиций, чтобы помпануть цену. Поэтому потихоньку, постепенно по маркету заходим по 2000 токенов в данную сделку. Опять же, как я говорил, что у нас позиция находится в дельта нейтральной, то есть мы не можем уйти в минус, потому что у нас и лонг, и шорт, но плечо увеличивает риски, важно об этом помнить. Поэтому если вы будете использовать большое плечо, то что вы там используете 50 плечо, 50 раз умножите свою прибыль, нет, ребят, вас может ликвиднуть. Поэтому большие плечи мы в арбитраже фандинга не используем. Пятое плечо это достаточно такие, ну, это можно сказать предел, как бы больше лучше не использовать. Поэтому с пятым плечом постепенно открываю позицию, набираю позицию, чтобы забрать фандинг. Опять же, у нас осталось до получения фандинга 7 минут на Binance, поэтому мы должны успеть зайти в позицию. Также еще есть такой момент, что фандинг может отличаться, то есть на Binance он пишется через 7 минут, а на L-Bank он пишется там через там, минут 20-30. Поэтому, если такое происходит, вы, соответственно, хотите забрать фандинг на Binance, поэтому мы на Binance, как только получаем фандинг, можем закрывать сделку. Получили фандинг, закрыли сделку, все, кайфанули, прибыль забрали себе. Опять же, не обращайте внимания, что у вас там есть нереализованный профит в виде убытка, либо прибыли. У нас самый главный момент это забрать фандинг, который у нас пишется буквально через 6 минут. В данном примере у нас получается, что фандинг у нас списывается одновременно и на Binance, и на L-Bank, поэтому мы прибыль со сделки сможем посчитать сразу. После того, как вы открыли позицию, нам просто осталось подождать, когда у нас пишется фандинг. Осталось буквально считанные минуты, 1 минута осталась, и мы сможем посчитать, сколько мы заработали с одного списания фандинга. Вот, и мы видим, что на Binance у нас заработался фандинг в размере 758 баксов, а на L-Bank мы заплатили комиссию в 15.78. То есть сейчас разница 758 и 15 баксов, которую мы заплатили комиссию. И вот так вот можем зарабатывать на фандинге. Причем в эту сделку мы заходили несколько раз, и сейчас тоже с вами посчитаем, сколько получилось в итоге заработать. После того, как мы получили фандинг, мы можем закрывать позицию. Точно так же мы начинаем ее закрывать постепенно. По 3000 токенов я решил закрывать. Соответственно, мы на L-Bank закрываем наш шорт, а на Binance мы закрываем наш лонг. И постепенно так по 3000 токенов по маркету то же самое, потому что у нас большая ликвидность позволяет закрывать по маркету. Поэтому по маркету постепенно выходим из позиции, так как у нас была задача забрать фандинг. Фандинг мы забрали, и мы можем не сидеть, не ждать следующий фандинг,
там через 4 часа списывается. Это можно не ждать, можно ближе к моменту, когда будет фандинг уже списываться, тогда снова зайти в сделку, если у нас будет опять же разница в фандинге. А она у нас будет, поэтому мы провели так 4 сделки и в конце посмотрим, сколько у нас получилось в общем заработать с этих сделок. Итого, на Binance мы провели 4 сделки и на L-Bank, соответственно, тоже. И у нас в итоге получилось на Binance заработать с первой сделки 746 баксов, со второй сделки 407 баксов, третьей сделки 758 баксов и четвертой сделки 458 баксов. Теперь давайте перейдем на L-Bank и посмотрим, сколько мы заплатили комиссионных на фандинга на другой бирже. Так как мы там шортили, фандинг у нас отрицательный, соответственно, мы платили комиссию. И потом мы сможем посчитать разницу, сколько мы в итоге заработали. Теперь на L-Bank мы смотрим, что за первую сделку мы заплатили $571 комиссион, за вторую сделку $14, за третью сделку $15 и за четвертую сделку тоже $15. В итоге разница составила в 1700 баксов. 1700 баксов между двумя биржами на фандинге, который мы с вами забрали. Благодаря пятому плечу, и сделка у нас была, соответственно, на одной бирже $10 000 и на другой бирже тоже $10 000. Опять же, сделка на ваших экранах, вы сами все видите. Видите Binance, сколько мы заработали, видите L-Bank, сколько мы уплатили и прибыль, которую мы с вами заработали. Буквально за день, эта сделка была вот 4 фандинга, ну можно сказать 2 дня, ну грубо говоря за день, да, мы заработали практически 2000 баксов чисто на арбитраже фандинга. Просто на арбитраже фандинга, то есть мы не угадывали, куда пойдет цена вверх или вниз, нам было все равно, потому что мы находились в дельта-нейтральной позиции, и наша задача была забрать фандинг, который у нас, соответственно, на бирже Binance был сильно отрицательный, а на бирже L-Bank он был гораздо менее отрицательный, поэтому вот эту разницу мы смогли с вами забрать. И вы меня спросите, где находить такие сделки? Вот я тоже хочу зайти попробовать по арбитражу. Где такие сделки можно найти? Я сейчас вам дам сервис, который абсолютно бесплатно показывает фандинг рейт, и вы сможете сами искать фандинги на разных биржах, сами заходить в сделки и забирать прибыль. Практически в каждом видосе я рекомендую этот сервис. Называется он арбитраж сканер, потому что здесь у нас собраны все нужные инструменты для арбитража криптовалют. Не только на фьючерсах, но и споте, фандинг и многое другое. Также здесь можно заниматься ончейн анализом. Смотрите, вы можете получить абсолютно бесплатно один день, но если вы хотите заниматься арбитражом фандинга, то вам вообще не надо ничего платить. Заходите во вкладочку арбитраж продукт, фандинг рейтс, показывается токен, на котором есть фандинг, спред максимальный и биржи, на которых отображается фандинг в реальном времени. Здесь вы можете искать такие же сделки. Как видите, у нас сейчас нет таких сделок, как мы провели по токену UX-Link на бирже Binance и L-Bank, и вы можете постоянно мониторить эту вкладку и искать такие же сделки, как мы провели в этом видео. Смотрите, что вам нужно искать. Вы находите токен, допустим, токен Move, да? Максимальный спред 4.57. Мы смотрим, какие у нас есть спреды. Вот на бирже Bybit, смотрите, спред у нас минус 0.15. Далее мы листаем и смотрим, что на бирже KuCoin у нас спред минус 0.53. То есть у нас есть разница в спредах. Соответственно, что мы должны сделать? Мы должны зайти на биржу KuCoin и начать там лонговать токен. А на бирже Bybit шортить. Соответственно, чтобы мы находились в дельта-нейтральной позиции на одну и ту же сумму. Если у вас 500 баксов, то на 500 баксов лонгуйте на KuCoin и на 500 баксов шортите на Bybit, чтобы находиться в дельта-нейтральной позиции. Наша задача забрать разницу между этими фандингами. Вот минус 0.53 и минус 0.15. Соответственно, мы на Bybit заплатим комиссию, потому что у нас фандинг отрицательный и мы шортим. А на KuCoin мы лонгуем и фандинг у нас отрицательный, значит шортисты платят лонгистов. И соответственно между вот этими биржами мы можем забрать спред по токену Move. Вот даже перейдя на биржу Bybit, вы сами видите, что у нас вот фандинг, ставка финансирования минус 0.1565. Соответственно, вот ваша ставка прямо на ваших экранах. Здесь вы можете шортить. Заходим на KuCoin, ставка у нас 0.5356. Соответственно, мы здесь лонгуем, чтобы забрать эту вкусненькую ставочку. И когда у нас эта ставка исполнится, то есть через 2 часа, а на Bybit ставка у нас пишется через 10 минут. Соответственно, то, что я вам говорил, у нас есть разница в списывании фандинга, поэтому мы можем подождать, когда фандинг здесь пишется. Если он дальше будет оставаться таким же отрицательным возле этого значения, либо даже меньше, если меньше, то это вообще супер. И тогда мы сможем зайти в сделку после того, как фандинг спишется, чтобы мы просто зря не платили этот фандинг. Мы ждем, когда он спишется. После того, как он списался, там через 4 часа, либо через 2 часа, в зависимости от того, какая волатильность на рынке. Обычно каждые 8 часов он списывается, но опять же, может быть и в 4, и в 2 часа. Все зависит от волатильности на рынке. После того, как фандинг списался, мы заходим в сделку и ждем через 2 часа у нас на токене Move, на KuCoin спишется отрицательный фандинг. Но так как мы лонгуем, то мы, соответственно, получим прибыль от шортистов. Арбитраж на фандинге, он есть постоянно. Можете сами зайти на арбитраж сканер, ссылочка находится в описании, в закрепленном комментарии, в описании нашего YouTube канала. Можете сами почекать, посмотреть арбитражные фандинги. Есть положительные фандинги, есть отрицательные фандинги. Это все можно зарабатывать, забирать. Но главное понять принцип арбитража фандинга. Если у нас фандинги отрицательные, мы заходим, соответственно, на той бирже, где у нас фандинг больше отрицательный, мы там заходим в лонг. Там, где у нас менее отрицательный, мы заходим в шорт. И так можно зарабатывать на фандинге. Помимо этого, на арбитраж сканере, это уже платные функции, но опять же я про них расскажу, потому что они тоже стоят внимания. Прямо сейчас посмотрите, сделки на 2,5% профита, 2,67, вау. Короче, это у нас сделки по арбитраж perpetuals по стратегии spot futures. То есть мы покупаем токен на споте и при этом шортим его на фьючерсах. И у нас профит в 2,5%, причем мы еще зарабатываем на фандинге. Фандинг положительный, а мы шортим и мы зарабатываем на это. Мы покупаем на Mexi токен и шортим его на Binance фьючерсах. Прям вот в прямом эфире только что прям перед вами нашел сделку по токену X
XMR. Давайте даже зайдем, посмотрим, есть ли там арбитражная возможность. Да, посмотрите, на Мексе токен XMR стоит, грубо говоря, купляем $271. Причем на Binance он стоит $277. Вы прикиньте, какая разница в ценах. Видите, только был какой-то всплеск, то есть какой-то кит зашел и резко купил большую позицию. На Мексе мы, соответственно, такого не видим. И за счет таких вот неэффективностей на рынке мы с вами и зарабатываем, мы занимаемся арбитражом. Мы эти эффективности забираем и получаем прибыль. И вот такая вот сделочка в прямом эфире. Покупайте токен на Мексе, на Binance, на фьючерсах шортите, потому что цена на фьючерсах обычно стремится к спотовой цене. И зарабатывайте прибыль. Вот сделка прямо перед вами нашел только что. Причем здесь можно искать сделки по стратегии спот плюс фьючерс, фьючерс плюс спот, фьючерс плюс фьючерс. Это можно все автоматически настраивать, лайфтайм сделки, сколько она живет, сумма, на которую вы готовы зайти, минимальный профит, максимальный профит, биржи, на которых вы хотите торговать. Это все здесь можно настроить. Арбитраж скринер. Переходим сюда, и у нас это межбиржевой арбитраж. То есть мы на одной бирже покупаем дешевле, переводим в другую биржу, продаем дороже. Точно так же здесь все настраивается абсолютно. И у нас показываются сделки, сколько можем заработать. Вот сделочка на 11% профита даже есть, смотрите. Оп. Но, к сожалению, мы не сможем вывести в сети эфириум, а на биржу нужно депозитить в сети эфириум. Но вот эти вот две сделки, они рабочие. Вот по этим токенам мы покупаем, соответственно, на KuCoin, нам показывается вот биржа, где нужно купить. Вот Coin, либо Gate, вот, соответственно, по этим токенам. И биржа, где продать MEX, либо MEX. И объем торгов показывается, и профит, который мы заработаем. Также сколько сделка живет, и сети вывода, и какую комиссию мы заплатим. Здесь все автоматически отображается. Вы просто ввели настройки, и сделки вам выдается. Вам лишь нужно зайти в эту сделку и забрать профит. Максимально круто сервис арбитраж сканер вот так вот работает. И благодаря этому сервису я зарабатываю на арбитраже криптовалют и делюсь с вами профитом, который у меня получается забирать, и показываю стратегии, которые работают. Поэтому обязательно пользуйтесь сервисом арбитраж сканер, ссылочка находится в описании нашего YouTube канала и в закрепленном комментарии. Такие ситуации появляются не каждый день, но когда они есть, нужно обязательно брать. В этом видео показал, как я заходил, сделал, как я выходил, как я искал, какие инструменты использовал. Поэтому, по примеру, вы можете сами заниматься арбитражом криптовалюты, арбитражом на фьючерсах, на фандинге. Опять же, у нас есть на канале много полезных видосов, обязательно их смотрите, подписывайтесь, делитесь видео с друзьями, а мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем пока!